Дорогие друзья, давайте сделаем с вами общий расклад на 3 позиции. Первая, вторая и третья. Сделаем его на такую тему: перспективы развития отношений с загаданным человеком. Итак, первая позиция. Все загадали своего человека. Давайте посмотрим, что между вами сейчас. Что между вами сейчас? Знаете, сейчас, судя по карте солнышко, все хорошо. У вас очень продуктивное взаимодействие. Да, здесь ощущение того, что вы нашли то, что искали. Здесь ощущение наполненности, здесь полное взаимопонимание, здесь вы можете заниматься каким-то общим делом, здесь может быть какой-то совместный общий проект, да, либо вы работаете вместе, либо у вас какой-то бизнес совместный, либо это просто такое взаимодействие, когда вы с полуслова понимаете друг друга, да, вот как нитка с иголкой, как два сообщающихся сосуда, когда вы даете партнеру то, что необходимо ему, а он, соответственно, в ответ возвращает то, что так необходимо вам. Здесь взаимопонимание, здесь гармония, здесь любовь, здесь ощущение, что вы, опять же, повторюсь, нашли то, что вы искали. Какие здесь перспективы? Что же в ближайшем будущем вас ожидает? Так, а в ближайшем будущем все как-то не очень радостно. Вы знаете, здесь может быть такое, что один из вас хочет перемен, один из вас хочет трансформации, выхода на новый уровень, а другой этому сопротивляется. Из-за этого у вас идет борьба. Как вам поступить в этой ситуации? Как вам поступить в этой ситуации? Потому что вот сейчас все прекрасно, но в очень скором времени вам либо вашему партнеру может показаться, что все, хватит стоять на месте, да, сейчас все хорошо, но нужно двигаться дальше. И здесь будет сопротивление со стороны одного из вас. Как вам поступить в загаданной ситуации? Здесь нужно набраться терпения. Да. Вы знаете, возможно, придется чем-то пожертвовать, возможно, придется где-то своими интересами немножко, ну, так скажем, пренебречь. Здесь нужно набраться терпения и подождать, пока... Вот если вы требуете перемен, то здесь немножечко нужно подождать, набраться терпения и посмотреть, когда же ваш партнер дозреет. Потому что здесь должен, судя по всему, он дозреть. Здесь, скорее всего, связано с материальной стороной. Человек хочет, чтобы в ваших отношениях, да, будущих, если вы собираетесь строить семью, если настрой на семейные отношения, здесь ему важна финансовая составляющая, чтобы у вас было комфортное жилье, чтобы вы могли себе позволить хороший отдых, вкусную еду в ресторанах, да, а не фастфуд. И здесь, скорее всего, из-за этого некоторое идет сопротивление, потому что, возможно, есть какая-то неуверенность. А давайте посмотрим, из-за чего, да, будет вот это вот сопротивление и неуверенность. Вы знаете, здесь, да, у некоторых еще может проиграться, смотрите, несмотря на то, что у вас сейчас все хорошо и прекрасно, может появиться какая-то барышня, которая немножко, так скажем, спутает вам все карты. И человек будет как будто бы на выборе. Вот вы или все-таки не вы? Потому что вот так, кто появится, да, она, так скажем, напрочь свернет ему все его чувства, да, затуманит голову, затуманит разум. И здесь в связи с этим будет какое-то, знаете, такое вот состояние замешательства. Нужно ли мне дальше в этих отношениях идти, либо подождать чего-то еще? Здесь еще раз смотрите, подождите, дайте партнеру все взвесить, дозреть и принять правильное решение. А если последуете совету карт, что вас здесь ожидает? Если проявите терпение. Вы знаете, здесь... все в ваших руках, да. Здесь вам надо проявить терпение, и перемены будут в лучшую сторону. Здесь человек поймет, насколько вы ему дороги.
Здесь человек, ну, вот отшельник. Угу. Такое ощущение, что он справится со своими слабостями, он найдет в себе силы, даже если будет вот какая-то фря, так скажем, на которую он обратит внимание, здесь он найдет в себе разум и силы для того, чтобы с какими-то своими слабостями справиться. И вам главное набраться терпения, будут здесь перемены, и перемены будут здесь в лучшую сторону, в сторону любви. Благодарю вас, первая позиция. Идем к двоечкам. Вторая позиция. Что между вами сейчас? Что между вами и загаданным человеком в настоящий момент? Ну, у вас тоже любовь. Посмотрите, вторая позиция подряд. Здесь карта солнышко. Судя по всему, вы пара. Вы, если еще не женаты, то, скорее всего, здесь гражданский брак, либо такие отношения, когда вы уверены, что вот так дальше и будет. Да, вот мы сегодня вместе, и завтра мы будем тоже вместе. Поэтому здесь любовь, здесь либо совместное проживание, либо законный брак, готовность идти дальше, готовность укреплять ваши отношения. Что же в перспективе здесь? Тоже выбор. Тоже выбор. Смотрите, опять карта умеренность. Опять кто-то хочет идти вперед, а кто-то тормозит, кто-то не готов. Как поступить в вашей ситуации? Как поступить в вашей ситуации? Тоже нужно чем-то жертвовать. Смотрите, здесь нужно уметь договариваться. Здесь будет такая ситуация, когда вам покажется, несмотря на то, что сейчас все хорошо, вот какое-то достаточно медленное течение событий вас ведет в такое состояние, что здесь, да, нужно делать выбор. Либо идти дальше, либо останавливаться. И если дальше идти, то в каком формате, в каком направлении. Будет такое ощущение, что вы даже не знаете, с какой стороны искать это верное решение. Но здесь нужно погрузиться в ситуацию, здесь нужно вот буквально перевернуть все с ног на голову, посмотреть с другого совершенно ракурса, потому что здесь решение может прийти оттуда, откуда вы вообще не ожидали. И в первую очередь нужно уметь договариваться. Нужно уметь договариваться с партнером для того, чтобы найти какой-то компромисс. Если вы последуете совету карт, что же здесь вас ожидает? Вы знаете, здесь особых перемен не будет, здесь также будет вот со стороны одного из вас сопротивление. Цепляетесь за настоящее, боитесь идти в будущее. Но здесь не будет окончательного разрыва, здесь будут отношения с чувствами, да, вот в том формате, в котором они есть, но без какого-то существенного движения вперед. Здесь могут быть разговоры о будущем, здесь могут быть планы на будущее. Да. Но каких-то существенных моментов здесь ожидать не стоит. Вы вроде бы и вместе, и все хорошо, и гармония, и любовь. Но есть моменты, которые вас огорчают. А что это за моменты? Да, вы стоите на месте. У вас все ровно, у вас все хорошо, но здесь такое состояние, когда все хорошо вот в настоящем моменте, и вы в одной паре и продолжаете ваши отношения. Если вы ждете рождения ребенка, предложения руки и сердца, переезда в новую квартиру, то здесь ничего, к сожалению, такого не будет. Вот здесь вот на таком уровне, на котором вы сейчас есть, да, стабильные партнеры, в этом же уровне вы и останетесь. И здесь это будет, пожалуй, единственным вашим разочарованием в этих отношениях. Но здесь, уверяю вас, вам есть что ценить, вам есть чему радоваться. Здесь не все так плохо, не будет какого-то существенного движения вперед, но в том формате, в котором вы сейчас есть, вы будете достаточно счастливы, умеете наслаждаться тем, что вы имеете. Возможно, еще не время. Итак, третья позиция. Перспективы отношения с загаданным вами человеком.
Итак, что же у вас сейчас в отношениях между вами и тем, кого вы загадали? А вы наблюдаете друг за другом. Вы знаете, вот здесь такое ощущение, что вам для того, чтобы перейти рубеж какой-то, перейти в новый формат, вам нужно преодолеть какие-то трудности. Но здесь опять же страхи, страхи перед переменами. Вы наблюдаете друг за другом, вы стараетесь получить какую-то информацию, при этом ревнуете, переживаете, но сделать какие-то существенные шаги вы боитесь. Что еще сейчас между вами? Причем боитесь оба. Все очень медленно, все очень медленно. При этом, смотрите, вы друг для друга родные люди, вы друг друга притягиваете, вы друг друга маните. Между вами какая-то незримая связь, которая вас не отпускает. Даже вы, если на расстоянии, даже если вы на паузе, все равно вы друг друга чувствуете, потому что здесь идет родственность душ. Но здесь развитие ваших отношений, оно настолько медлительно. А почему здесь вот так все медленно? Почему здесь эти страхи? Вы знаете, здесь кто-то из вас не свободен. Здесь кто-то из вас, здесь совершенно верно. Загадали мужчину, значит мужчина не свободен. Загадали женщину, значит у женщины есть партнер. Но при этом у вас бешеная дикая страсть друг к другу. Здесь скорее всего треугольник. Что между вами сейчас? Треугольник, из-за этого, да, тройка кубков. Здесь третьи лица. И здесь безумная тяга к друг другу, безумное притяжение, желание сблизиться, но нежелание что-то менять, страхи. Страхи потерять стабильность, при этом вы не хотите отпускать друг друга. Что будет дальше? Что на перспективу в ваших отношениях? Вы знаете, а у вас здесь, вот если вы ждете какого-то шага от человека загаданного, то здесь этот шаг будет. Обязательно будет либо приезд, либо сообщение. Причем сообщение такое достаточно приятное. Это может быть подарок, когда человек вас чем-то порадует. И чем же, что же дальше после этого сообщения? Девятка мечей. Здесь все равно ограничения. Все равно ограничения, смотрите, и здесь отношения будут, если они будут продолжаться, то они будут тайными, они будут в таком, знаете, ну, в формате треугольника, они будут в формате и треугольника оставаться, да, здесь тайные встречи, тайные переписки, тайные свидания, очень много ограничений и очень много страхов. Дальше что, к чему это приведет? Обнуление. Вы знаете, но здесь вам нужно будет делать выбор. Здесь есть шанс начать все сначала. Здесь будет какой-то серьезный разговор. Здесь пустая карта, будете принимать решение по ходу. Будет какой-то серьезный разговор, где вы захотите друг другу доказать каждый свою точку зрения. И нужно будет делать выбор. У вас есть шанс на обнуление. Но отпускать, смотрите, одни мечи. Отпускать друг друга вы не хотите. И здесь вся сложность в том, что нужно делать выбор. Как вам поступать в загаданной ситуации? Как вам поступать в загаданной ситуации? Идите вперед, поймите вообще, ради чего вы двигаетесь. Да, здесь нужно будет делать выбор. Здесь в том формате, в котором все идет, здесь нельзя дальше оставаться. Здесь нужен какой-то выбор, здесь нужно принимать какое-то решение. Здесь вы находитесь в ожидании, и как будто ждете, что ситуация разрешится сама собой. Но здесь выбор вам делать придется. И только благодаря движению вперед вы придете к чему-либо. К чему вы здесь придете, если вы делаете выбор в пользу этих отношений?
Вы знаете, здесь будет достаточно продуктивное взаимодействие, да, здесь будет взаимное желание что-то строить, что-то продолжать. Ну, во-первых, это будет медленно, во-вторых, здесь нужно будет чем-то жертвовать, здесь будут обязательно потери. Если вы выбираете отношения с тем человеком, которого вы загадали, у вас здесь придется вам отказываться, причем здесь потери будут и финансовые, так скажем, и в плане энергоресурсов здесь тоже будьте готовы, что вам придется вот именно повкладываться. Благодарю вас, третья позиция. Благодарю всех, кто смотрел. Пишите, пожалуйста, у кого как отыгралось. До встречи в новых эфирах.